Для всей галактики рыцарь-джедай Энакин Скайуокер, парень с обложки, герой без страха, избранный, погиб на Корусанте при штурме храма джедаев. В какой-то мере это было правдой. «Энакин мертв», — говорил себе Вейдер. И все же, не будь всего того, что случилось на Мустафаре, Энакин сидел бы сейчас на Корусантском троне, с женой под боком, с ребенком на руках. Но план Императора был исполнен безукоризненно. Месть ушедших в изгнание ситхов свершилась. А Дарт Вейдер стал прислужником, мальчиком на побегушках, учеником повелителя ситхов и публичным лицом темной стороны. Сколь многого он мог бы достичь, не вмешайся судьба злодейка так жестоко и не лиши всего того, чем он владел, лишь для того, чтобы воссоздать его заново. То чувство отчаяния, которое раз за разом охватывало Вейдера, он старался держать в себе, пряча эмоции под черной маской. Однако у него был личный дневник, куда он регулярно записывал свои мысли. Обо всем этом и пойдет речь в сегодняшнем видео. Данная история, местами комичная, а в целом очень грустная, взята из 16-го выпуска комиксов «Звездные войны. Истории» и не является каноном. Тем не менее, она показалась нам настолько необычной, что мы решили обязательно рассказать ее вам. Итак, во время обеденного перерыва два штурмовика увлеченно обсуждали между собой странную находку. «Кажется, я нашел кое-что почитать». «Нет, дневник Вейдера? Как? Он тебя прикончит!» Меня отправили в его покой вынести труп, и я нашел его там. «И ты его взял? Ну ты дурень!» Да он не узнает, там такой бардак. Он просто решит, что заныкал его куда-то и все. Его не будет целые выходные. Потом положу на место. Тогда будет просто грех не почитать его. Так, посмотрим. Вейдер пишет в дневнике. Сегодня получил новый шлем. Сидит лучше прежнего, в нем не так жарко, и выглядит он немного страшнее. Некогда все расписывать, завтра рано утром я должен быть на совещании. Как они мне надоели. Я хочу все бросить и просто сеять зло. Сплю в последнее время плохо, мучают кошмары. Ладно. Давай почитаем какое-нибудь другое место. Ну, вот, например. Это вот-вот должно случиться. Я уверен. Я встречусь с Люком Скайуокером и расскажу ему, что я его отец. Пока не знаю, как произнесу это. Может быть, как-то так. Неужели я не кажусь тебе хоть капельку знакомым? Или: «Эй, а мы с твоей мамой встречались». А, возможно, лучше всего будет сказать прямо в лоб: «Слушай, я твой отец». Но меня тревожит, что я не знаю, как он отреагирует. Да и вообще, поверит ли? Сомнительно. Но правда, какие шансы, что его заклятый враг окажется его папой? Он так меня ненавидит, что это может лишь усугубить ситуацию. То есть я, конечно, не тот, кого большинство назвало бы хорошим отцом, и наверняка ему это будет трудно принять, но это ведь не моя вина. Я и сам рос без отца, откуда мне знать, как нужно себя вести? Но я не переживаю, я справлюсь. Если он меня отвергнет, даже не знаю. Меня не часто отвергали. Наверное, убью его. Но если он примет меня, это будет восхитительно. Объединившись, мы без сомнения будем править галактикой. Мне нужно быть поувереннее. Я вечно предполагаю пессимистичное развитие событий.
Удивительно. Как я при этом столького в жизни добился. Кто такой Люк Скайуолтер? Да хрен его знает. Сын, наверное. Переворачивай. Посмотрим, если дальше про нас. Такс. Ага. Вот оно. Штурмовики. На прошлой неделе я ошибочно предположил, что штурмовики готовят для меня вечеринку по случаю дня рождения. Во время построения у меня было странное предчувствие, что они определенно что-то замышляют. Первой мыслью был бунт, но это просто моя обычная паранойя. Неважно, насколько они тупые, все равно не настолько, чтобы попытаться свергнуть меня. Да, в прошлом году они не устраивали мне вечеринку. И в позапрошлом тоже. Но ведь те штурмовики уже мертвы, поэтому каждый год дарит новую надежду. Однако в этом году все повторилось снова. Когда в день его рождения Вейдера попросили срочно прибыть в зал совещаний, он, затаив дыхание, приготовился к сюрпризу. Но ничего такого не произошло. Это было просто еще одно рабочее совещание. Бредя в тоске в свои покои, Темный Лорд прошел мимо комнаты, в которой собралось несколько штурмовиков. Они смеялись, ели торт, и на них были праздничные колпаки. Похоже, что у кого-то из них тоже был день рождения, но как только Вейдер вошел в комнату, все тут же замерли и уставились на него словно зомби. Почувствовав себя лишним, Темный Лорд развернулся и молча вышел. Опять про меня все забыли. Но в конце концов, они все равно запомнят. Мои достижения надолго переживут бренное тело, а мое имя будет знать каждый. А вот только в этот раз депрессия накрыла меня так молниеносно, что единственным желанием было скорее уснуть. Недостаток сна, депрессия и то, что за последние 18 часов я практически ничего не ел, все это сильно подорвало мое внутреннее состояние. Это стало очевидно, когда я попытался позвонить своей умершей матери. Алло? Мама! Мам, это ты? Мамуль, ты где? Простите, вы ошиблись номером. Где-то посреди ночи я наконец отрубился. А когда проснулся и осознал все свои ночные глупости, меня захлестнул поток стыда. Если об этом кто-нибудь узнает, мне не останется ничего другого, кроме как убить их. О, просто зашибись. А мы сидим такие и читаем об этом. Я даже не догадывался, что у него есть день рождения. Конечно, есть. У всех есть. Эй, вы двое поживей! Повелитель Вейдер созывает всех на экстренное совещание. На борту лазутчик. Лазутчик? Итак, главным приоритетом является скорость обнаружения нарушителя. Его может быть трудно распознать, так как, скорее всего, он притворяется одним из вас. Когда найдете его, не убивайте. Немедленно приведите его ко мне. Разойтись. А дальше произошло нечто неожиданное. Штурмовик, прочитавший дневник, уходил с совещания последним, и, проходя мимо Темного Лорда, он вдруг коснулся его плеча и произнес: С днем рождения, сэр. На мгновение Вейдер замер, а затем повернулся и молча проводил взглядом уходящего штурмовика. Какое-то время он так и стоял, просто глядя перед собой и о чем-то размышляя. Мы никогда не узнаем, о чем тогда думал Темный Лорд, поскольку на этом комикс заканчивается.
Но все же интересно представить, что даже Дарт Вейдер в какой-то момент своей нелегкой жизни был бы рад, если бы Палпатин или кто-то еще просто поздравил его с днем рождения. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.